Всем привет! С вами канал Радов Одесса. На нашем канале мы ремонтируем все, экономим деньги на домашних ремонтах. Подписывайтесь, не забывайте, ремонтируем даже то, что по заводу не ремонтируется и, казалось бы, чинить, ремонтировать невозможно. Так, в этом видео покажу, как поменять подшипник. Вот у товарища застучала стиралка, вот, и бак, как обычно, оказался неразборной, то есть спаянный. Это делается специально, чтобы вы почаще покупали стиральные машины. Но если у вас есть время, вот, и есть желание починить, все можно разобрать и починить. То есть в этом видео это мы покажем. То есть бак нужно, естественно, распиливать, чтобы добраться до подшипника. Такой способ подходит, в принципе, для любых машинок, если у вас неразборной бак. А в последних современных машинах баки в основном везде неразборные. Вот. Как разбирать, доставать бак, я не буду показывать. Кому интересно, есть на канале моем видео. То есть извлекли бак вот до такого состояния, поснимали все практически. Берете ножовку по металлу, вот, потому что нужно резать обязательно чем-то тонким, чтобы не повредить стенки, чтобы вы могли потом его нормально склеивать. Значит, первое, что нужно сделать, это просверлить дырочки под будущие шурупы, то есть либо хотя бы наметить. То есть мы сделаем несколько наметочек, чтобы потом это все поставить на место, как оно было. Вот. Я скручиваю обычными шурупами, герметик использую полиуретановый. Вот. В общем, что, по процессам разобрали, достали барабан, берем ножовку и вот так вот пилить начинаем. То есть пилить нужно точно по вот этому вот шву. Вот поближе покажу сейчас. То есть вот этот вот шовчик по всему кругу, по периметру пропиливаете, пока не пройдете насквозь. Это первый этап, чтобы добраться до подшипника. Это самая, в принципе, трудоемкая процедура в этом процессе. Итак, поехали пилить. Мы попилили, уже барабан в этих местах раскрывается. Вот, что хочу сказать из тонкостей по пропилке, то есть вот здесь на некоторых машинках, вот в этих местах шов уходит вот так влево там или куда-то, то есть этого уходить по шву не нужно. То есть вот вы начали полностью круг пилить и пилите также и до конца. Вот, есть места трудные, где ножовкой не достать, то есть тогда пропиливаете все, что можете пропилить по краю, вот, снимаете само полотно и уже добиваете полотно. Сейчас мы на ускоренную поставим, вы это все увидите. Вот так оно должно все у вас получиться в итоге. Я же говорю, где-то ножовкой, где-то полотном. Вот эта часть барабана все распилена. Дальше покажу в конце, как это все собирать. Эту историю откладываем в сторону пока. Так, следующим этапом надо выбить вот этот сам барабан. Слышите, как оно гремит? То есть подшипник ему уже полная жопа. Так, чтобы вытащить уже из бака барабан сам, тут в принципе ничего сложного нету. Так, сейчас. Держи, Леша, барабан. Берем просто молоточек. Вот. Можно какую-то проставку взять. Вот по вот этому шкиву сзади просто выбиваем его. Все, вот видите, я вкрутил вот такую вот фигню и с помощью нее просто сзади выбил. Крестовину смотрим, чтобы она была целая. То есть тут все нормально, только почистить. Вот. И вот подшипники. Тут сальник.
Вот, и один внутренний подшипник, один наружный. Летит, как правило, внутренний, но менять надо оба и сальник тоже. Вот, сейчас будем снимать, доставать подшипник. Ну, чистка, понимаете сами, то есть, вот, все это по умолчанию, так сказать. Теперь надо извлечь сальник. Вот, неважно там, чем его извлекать, чем-то его надо достать. Пираете. Ого, сел. Вот, сальник достали. Тут вот номер должен быть. После этого выбиваем подшипник наружный сначала. Так, ставите на что-то, чтобы дырка снизу была. Вот, желательно трубу, но у нас трубы нет под рукой, поэтому будем выбивать зубилом. Переверни, оп, один есть подшипничек. И теперь выбиваем внутренний подшипник, переворачиваем. Для этого, я же говорю, труба тоже что есть. Ну, лучше в диаметр, конечно, но не всегда получается. В чем проблема вот тут была, получается? То есть из-за того, что сальник начал пропускать воду, вот, вода начала попадать в подшипник. Из-за этого он и накрылся. Так, все готово. Подшипник выбит, как видите, вот он. То есть смотрите по номеру, вот какой сальник, все должно быть такое же самое. Сальник, два подшипника, и там в комплекте должна будет идти смазка еще. Вот, что еще хотел сказать. Если не видно номеров или что-то там еще, то по штангелю мерите, либо находите подшипник по вашей модели машины. Вот, то есть вот такая вот история в итоге получилась. Вот. Теперь лезем в интернет или идем в магазин, где продаются эти все запчасти, покупаем, а дальше я покажу, как собирать. Так, пару дней прошло, подшипники приехали новые, вот такой фирмы. Вот, смазка, комплект и сальник, такой же самый, как и было. Вот старая. Что еще хочу показать, то есть вот эти все отверстия, все вычищено, посадочные подшипники, тут тоже все вычищено, и вот эту верхушку перед тем, как собирать, надо пройти наждачкой от заусенец, там сильно не шлифуйте, но от заусенец, от такой фигни всякой надо пройти. Вот. Дальше что? Дальше будем сверлить дырочки. Ставим вот то, что мы намечали, вот тут вот 4 дырочки. Нужно совместить все это вместе, вот, и насверлить еще дополнительно. Совместили по этим отверстиям саморезики. То есть кто-то использует болтики, кто-то, я использую саморезы, они тоже прекрасно держат. То есть, и наживляем по вот этим вот отверстиям, которые уже были там. Все, наживили, оно в тех же местах стоит, где и было. Дальше берем сверло, получается тонкая, ну, двойка, там 1,8, и просверливаем по всему периметру, где, ну, смотрите, чтобы ничего там не проколоть, не пробить. Вот. После того, как дырочки просверлены, верхняя часть нам пока не надо, снимаем эти контрольные, так сказать, шурупы, вот, и убираем ее в сторону. Дальше вместо проставки взяли старый подшипник и чуть-чуть его обточили, чтобы он свободно ходил. То есть им будем забивать новый подшипник. Если у кого есть труба подобного диаметра, то лучше трубой. Тут внутри то же самое. Перед тем, как устанавливать, почухайте все, чтобы все было чисто и красивенько. Я беру солидол, вот, там литол, любая смазка, в принципе, подойдет без разницы. Вот, и намазываем всю эту историю внутри. Новый подшипник, берем старый подшипник, вот, ставим. Так, сверху ставим
старый подшипник, который обточили. Вот, и начинаем бить по внешней этой кромке. Вот он уже сел. То есть бьете, вы почувствуете, когда подшипник сядет полностью, будет такой другой звук отличаться от... Все, смотрите еще вот здесь по внутренней стороне. То есть, чтобы он плотно сел на кромку. Если все нормально, то можно забивать следующий. Переворачиваем на другую сторону. Вот. Таким же макаром устанавливаем этот подшипник. Вот. Здесь обтачивать не надо. Он, в принципе, садится по бортику четко. Все, в принципе, он так должен быть заподлицо примерно с кромкой этой. Вот. Так, по сальнику тут такой прикол, то есть, кто делал машинки знает, вот этот вот сальник внутри, он как двухбортный, то есть внутрь сюда, вот с этого шприца, обязательно нужно сделать, забивается смазка перед установкой вала. То есть это необходимая процедура, потому что без него сальник будет гореть и очень быстро потечет. Это очень важно. Просто вот эту фигню и со шприца вот сюда вовнутрь надавливаем. Вот так. Все, то есть набили смазки. Эти остатки смазки можно да прям выдавить, где вал тоже смазать. И просто его задавливаем. Бывает руками задавливается, бывает надо молотком подбить. Тут вот все. Оно руками задавилось. Прекрасно. Теперь ложим вот в такое положение барабан. Тоже здесь промазываем смазкой, чтобы плавно все вошло. И дальше вот эту вот фиговину по центру просто плавно опускаем туда. Вот. Так, все, переворачиваем, смотрим. Работает отлично. Так, теперь только собрать остается. Все, поставили, уже дырочки просверлены, края все почуханы. Эта фигня уже внутри. Так, в первую очередь, то есть намазываем, у меня он выдавилось, просто размазываем по краю, делаем как полосы. То же самое на этой части. Так, и последний штрих, когда вот так края все намазали, еще сверху прокладываем тоненькую полосочку. Берем эту фиговину и прикладываем. Так, после этого находим те же дырочки, которые уже были, и вкручиваем в них шурупы. Обжимаются шурупы вообще крест-накрест. То есть так, 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 так. И дальше уже начинаем обходить все дырочки по кругу. После того, как все шурупики прикручены, начинаем, то есть вот так крест-накрест их поддавливать как бы по чуть-чуть. Но тоже сильно не прикручивайте, это пластик, он может слезаться. И вот
что вышло. Все запаковано. Вот барабан. Отлично все крутится, плотненько. То есть теперь полиуретановый герметик сохнет сутки примерно. То есть на сутки оставить его лучше, чтобы оно нормально высохло. После этого можете чуть-чуть поджать еще шурупы и собирать. Все, вот такой вот способ починить стиральную машинку с неразборным барабаном. А они сейчас почти все неразборные. Мастера, если за это берутся, то берут нормальные деньги. А как бы второй вариант, это только либо баксом покупать, а он стоит как стиральная машинка, либо уже искать новую стиральную машинку. Вот. Подходит для любых вариантов машины. То есть разобрали, распилили, поменяли, заклеили, собрали. После этого, что самое интересное, он у вас становится разборным. То есть если вдруг в следующий раз у вас сломается машина, уже можно спокойно откручивать шурупы, прорезать герметик и разбирать по новому. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все такое, всем пока.